Приветствую всех любителей вязания! Сегодня мы разберем с вами один из вариантов эластичного набора базовой цепочки для вязания крючком. На моем образце очень хорошо видно, какой эластичный край изделия получится, если использовать такой способ набора петель. Итак, начинаем. Для образца я использую нитки полушерсть и крючок диаметром 3,5 мм. А здесь вверху будут ссылочки с другими вариантами набора петель. Они есть на моем канале. Набираем первую петлю любым удобным для вас способом. Или набирайте так, как делаю я. Набираем цепочку из 2 воздушных петелек. Далее крючком продеваем первую петельку и протягиваем на лицевую сторону рабочую петлю. Провязываем еще одну воздушную петельку и 2 образовавшиеся петли провязываем столбиком без накида. Это и есть раппорт, который мы должны повторять до тех пор, пока не наберем нужное количество петель для нашего изделия. Смотрите еще раз. Вводим крючок в петельку предыдущего раппорта, протянули рабочую нить, провязали одну воздушную петельку и далее провязали 2 петли вместе столбиком без накида. Этот раппорт можете повторять далее самостоятельно до того момента, пока не наберете нужное количество петель. А сейчас посмотрим, какая же цепочка получается. Она достаточно эластична, аккуратная. Внизу остается косичка, которую можно оставить в самом низу изделия. А на противоположной стороне можно начинать вязать. Если вам такой способ набора петель понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Посмотрите, какая эластичная цепочка получилась. Если связать начало изделия такой цепочкой, то край будет выглядеть очень профессионально. А сейчас я желаю всем приятного вязания, хорошего настроения, чтобы ваши изделия были всегда теплыми, уютными и красивыми. До новых видео!